Всем привет! Вы на канале 88 клубков. Это канал по вязанию. Меня зовут Настя. Сегодня вяжу незаменимую, всегда популярную сумку для телефона из трикотажной пряжи. Она может быть одна из базового цвета или хоть 10 штук под любой образ из разных ярких колоритных цветов. Мы свяжем сумку всего из одного мотка пряжи. Сюда же войдет плечевой ремень и обалденный стильный декор в виде бахромы. Я приготовила два разъемных кольца карабина, они по 2,5 сантиметра, сантиметровую ленту. На каждом этапе озвучиваю количество петель и размеры заготовок в сантиметрах. Ножницы вязать буду крючком 5,5 миллиметров. Все необходимые ссылки для вас остаются в описании под этим роликом. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, переходим к работе. Набрасываю нить на палец, короткий край перед работой, завожу крючок и подхватываю длину рабочей нити, формирую первую петлю. Для начала работы мне потребуется 18 воздушных. Готово. Теперь переворачиваю цепочку из воздушных петель. Здесь у меня задняя перемычка, в нее буду вставлять крючок. Первую точку пропускаю, она уходит на петлю подъема. Во вторую заднюю перемычку вставляю крючок и провязываю столбик без накида. Далее каждая точка провязывается столбик без накида. До конца этого ряда должно получиться 17 столбиков, если вы вяжете изделие в моем размере. И последний 17 столбик в последнюю перемычку. Провязываю без накида. В конце каждого ряда петля подъема, переворачиваю вязание, поворотными рядами буду вязать. Здесь сейчас край начала подхватываю, чтобы вязать его в полотно. Это петля подъема, ее каждый раз пропускаю в следующую точку, в дальнюю полупетлю кромочной косы. Вставляю крючок и провязываю столбик без накида. Очень рельефный, эластичный, красивый узор получается. Из ряда в ряд каждый раз столбики без накида я провязываю в заднюю полупетлю. Здесь то же самое. Так вяжу до конца ряда, получается 17 столбиков в ряд. Последний столбик второго ряда, задняя полупетля, не забываю петлю подъема, переворачиваю вязание. На этом этапе ширина моей детали в сантиметрах 15 сантиметров, 17 столбиков. Напоминаю, сейчас мне нужно будет навязывать количество рядов, которое будет соответствовать, вот ширина детали, в длину мне нужно навязать 3 такие ширины, то есть в 3 раза больше. Я уже прикинула, это более 50 рядов. Вставляю крючок точно так же в заднюю полупетлю столбиками без накида, туда-обратно поворотными рядами навязываю необходимый размер моей детали. Сейчас у меня провязано 53 сантиметра. В абсолютно спокойном состоянии. Деталь имеет ширину 14 сантиметров с небольшим. Я не учитываю этот небольшой запас на швы. 14 умножаю на 3, получаю 42 сантиметра длина. Все верно, ширина детали в 3 раза меньше ее длины. Теперь важно понять, каким способом нужно сложить деталь для того, чтобы получить готовое изделие. Сейчас я увижу, где пройдут швы. Здесь абсолютно одинаково, вот визуальный квадрат, треть, складываю по диагонали. Таким образом можно закрепить с помощью маркера, если вам удобно. Прям угол с углом должны идеально совпасть. И вот здесь я вставляю маркер. Вот по этому ребру проходит край моей детали. С этой стороны в противоположную сторону вытягиваю петлю с запасом, чтобы она не выскочила здесь.
И в противоположную сторону складываю точно такой же угол. Здесь можно просчитать ряды, чтобы отложить то же самое. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Здесь, соответственно, то же самое. Просчитываю ребра. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И точно так же маркирую. Для точности можно считать ряды. Так. И теперь с этой точки нужно соединить как бы маркеры. Вот таким образом. Вот, и маркеры у меня сошлись в одной точке. Шов пройдет здесь, и шов пройдет здесь. Вот даже можно объединить эти точки еще одним третьим маркером. Вот так прям проколоть здесь центр изделия и здесь центр изделия. Все, размер я зафиксировала. Здесь укорачиваю нить с небольшим запасом. Вытягиваю ее полностью. И чтобы угол был завершенным, в основание этого ряда ввожу крючок, увожу нить туда. И возвращаю эту нить в исходную точку, в последнюю кромочную косу. Вот здесь. Вот. Можно увести край нити в ряды и подшить для прочности. Я увожу немножко наизнанку и прячу. Для соединительного шва ввожу новую нить. Если просмотреть ребра с одной стороны, они должны совпасть, то есть как будто бы одно ребро рядов продолжает другое. С другой стороны, соответственно, то же самое. Вот они, основные ребра по полотну, они совпадают. Можно выбрать любой шов для соединения соединительными или столбиками. Можно потом посмотреть, как больше нравится, лицо этого шва или вывернуть изделие, понравится вам изнанка. В любом случае я состыкую ряды и нахожу здесь вершину. С этой точки я начну соединение. Подхватываю рабочую нить. Этот край сразу этим швом вяжется в полотно. Работаю одновременно им тоже. И с этой стороны начинаю подхватывать соответствующие точки. Здесь и, соответственно, здесь. Рабочая нить. И провязываю столбик. Подтягиваю. Далее уже проще. У меня есть точка провала ряда, так как ряды у меня ребром идут. И есть высота ряда, то есть вот уголок здесь. На высоте, здесь провал. Вот если я протыкаю здесь высоту ряда, соответственно, с этой стороны я тоже ряд по высокой точке подхватываю, чтобы все совпало. Чтобы детали никуда не уехали. Контролирую вот этот хвостик, его ввязываю. И так до маркера. Здесь я уже подхожу к точке соединения. Удаляю маркеры, чтобы они мне не мешали. И соединяю по этой стороне точно так же намеченные мною ряды. И вот она, последняя вершина, и здесь последняя вершина. Хорошенько потуже подтягиваю. Здесь нить немного укорачиваю, чтобы был запас на ее удаление аккуратное. Вот такой шов получился. Здесь прокладываю точно такой же шов. Край нити прячу наизнанку и подшиваю. Можно вывернуть изделие и оценить, какой шов получился с изнанки. Возможно, он понравится вам больше. Вот он немножко утоплен. Тот яркий, выпуклый, этот утопленный. Здесь подхватываю толщу нитей, увожу сюда. Можно создать узелок или подшить. Я создаю узелок и продолжаю уводить прямо в этот шов, который только что сделала.
с одной и с другой стороны соответственно. Разъемные кольца предусмотрены здесь, в угловых точках. Подхватываю поглубже, чтобы было достаточно крепко. Но и слежу, чтобы это была центральная ось. Здесь и, соответственно, здесь. На эти же кольца карабина закрепится и декор, и плечевой ремень. Можно взять готовый плечевой ремень, но так как остаток пряжи мне позволяет, я делаю его сразу из этой же пряжи. Откладываю мое изделие пока в сторону. Для шнура набрасываю нить на крючок, короткий край перед работой, подхватываю рабочую нить и формирую первую петлю. Далее мне понадобится 2 воздушных, 1, 2. Теперь я буду вводить в крючок во вторую точку от крючка. Пропускаю эту петлю, за полупетлю ввожу, провязываю столбик без накида. Теперь каждый раз буду поворачивать крючок справа налево. Вот здесь у меня будет перемычка. Сейчас в начале вязания она одна. Вставляю крючок, вытягиваю нить и провязываю столбик. Снова поворачиваю сюда же. С этого момента эти нити будут 2. Подхватываю обе. Вот так, перемычки. Вытягиваю петлю и провязываю. Снова поворачиваю справа налево. Вставляю крючок в 2 перемычки, которые сбоку у меня образуются. И провязываю столбик без накида. Всегда поворачиваю в одну сторону и вставляю крючок в одну и ту же точку с этой стороны. Так, столбик за столбиком навязываю необходимую длину. У этого шнура очень хорошая эластичность, так что не вяжите слишком много, он за счет веса сумочки еще будет немножко инертным. Здесь в начале вязания, чтобы не было этого некрасивого узелка, я его распускаю. Вот так вот можно подтянуть, сформировать, и его можно увести внутрь шнура, спрятать или подшить. На этом этапе сразу это делаю, чтобы было все красиво и аккуратно. Все, продолжаю. 2 перемычки, столбик без накида. Справа налево 2 перемычки, столбик без накида. Мне уже достаточно длины. Длина моего шнура в спокойном состоянии, не растягивая полотно, 92-93 сантиметра. Я вяжу изделие для подростка ростом 1,60 м. Ориентируйтесь на это. Плюс немножко под весом изделия длина плечевого ремня немножко увеличится. Теперь завершаю. Вставляю крючок в намеченные точки, как и ранее, только провязываю не столбик, а протягиваю соединительную. Укорачиваю нить с необходимым запасом, чтобы можно было крепко спрятать край и увести его. Вот так сейчас в эту предыдущую точку увожу нить и возвращаю в исходную точку. Тоже через низ, через внутреннюю часть шнура прокалываю все слои, все ряды, выхожу в последнюю петлю, подхватываю туда край нити и втягиваю внутрь. Здесь хорошенько выправляю и, соответственно, прячу остаток. Накрепляю готовый плечевой ремень на разъемное кольцо. Для того, чтобы не мучиться с кольцом, я прохожу те точки, куда оно войдет, крючком. Хорошенько растягиваю. И теперь навстречу крючку его вынимаю, а кольцо вдеваю. Это удобно и просто. Точка уже пройдена, и вы не проткнете и не порвете пряжу. Вот так, очень просто.
С другой стороны делаю то же самое. Изделие получилось очень хорошенькое, ширина 21 сантиметр, компактная. Можно декорировать объемной ромашкой из трикотажной пряжи. Видео по ее изготовлению есть на моем канале, оставляю вам ссылку в описании. А у меня решение декорировать изделие бахромой. Я подготовила отрез нити по 4 штуки, 1,5 метра, сложила вдвое. Теперь нахожу центр по верху. Он у меня закреплен пальцем. Вставляю этот центр непосредственно в разъемное кольцо, протягиваю, чтобы петелька получилась хорошего размера, и возвращаю в эту петлю всю бахрому. Хорошенько натягиваю, формирую. С одной стороны можно обойтись этим, но я хочу сделать точно такую же бахрому и с другой стороны. Получилось просто обалденно. И, конечно, бахрому можно выполнить на контрасте другого цвета. Можно сочетать несколько видов декора. Чем больше ваша сумка украшена, тем больше она будет привлекать внимание и смотреться наиболее стильно. Я меряю свой чехол к телефону. Подходит идеально. Можно было выполнить и в меньшем размере, если есть такой запрос. Соответственно, набрать меньше петель. Все необходимые ссылки, напоминаю, остаются для вас в описании. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Будет много интересных видео. Всем пока!